Ребята, а вот вы как думаете, что вкуснее, российский сухпайок или китайский? А мы это сейчас проверим. Я как раз взял с собой небольшой перекус, как раз в тему. А я китайцы драбану. Сейчас как раз вместе со зрителями мы узнаем. Кстати, всем привет. С вами Ларинские будни. Сегодня у нас расследование. Оно будет представлять из себя сравнение китайского разового сухпайка и нашего такого же российского, отечественного. Сразу хочу заметить, что наш больше. Чем больше еды, тем лучше. А я слышал, что у китайцев они, поменьше, и еда у них тоже меньше. Справедливо. Ты Джеки Чана видел вообще? Он же... Илья, ты как человек, служивший в армии, познавший все тонкости, Кто завалил бы, вот смотри, у тебя есть Джеки Чан и 100 российских солдат. Кто кого? Конечно, Джеки Чан. Нет, а вот что я должен был ответить? Давайте сразу оценим, по каким критериям мы будем оценивать. Просто наедимся, не наедимся, вкусно, не вкусно, или какую-то... Ну, насколько это будет питательно для одного приема пищи? В первую очередь это должно быть вкусно. Надежно и сытно. То есть, если вкусно ты не наелся, я думаю, это плохой сухпайок. Приступим. По стандарту тут очень удобно. Как Леша его называет, клапан. Главное, чтобы не прорвало, а то еду потеряешь. Удобно, что можно использовать несколько раз. То есть, ты если что-то не доел, закинул, закрыл. Ни вода, ни мошкара, ни какой-то крупный рогатый скот туда не залезет. А если залезет, ты ему кабину раз. И минут на 5 Мишка выходит из строя. Ручка, кстати, еще и с другой стороны. То есть, можно клапан закрыть и вот так носить с собой в магазин, ходить потом. За покупками. За покупками. Маме там покупать что-нибудь. Вот такой у нас взгляд. Вот такой у нас вид на открытую коробку. У нас вид, у нас взгляд. Из окна. Вот так это выглядит в открытом состоянии, как какой-то киндер-сюрприз. Вот сразу повидло. Что это такое? Икра. Прочитай полностью. Икра из уваренных кабачков. Уваренных прям? Уваренных. Из уваренных кабачков. Я думаю, мы этим пользоваться не будем в помещении. Но у нас да? есть. А зачем, кстати, интересно, 2 разогревателя пищи? Чтоб лучше прогрелось. Чаечек очень вкусный. Соль посолить. Леша, прочитай. Каша рисовая с говядиной. А вот интересно, в Китае такую кашу стали бы есть? Они же уважают рис. А мы сейчас и проверим. Может, у них, в принципе, все точно такое же. Кстати, одна салфетка всего лишь. Ну да, один прием пищи-то. Логично. Ложка тоже одна. Угу. Достаточно много галет для одного приема пищи, я считаю. А давай традиционную, Илья, Туалетная- попробуй. Туалетная бумага. Попробуй ложку. На клетку с тебе еще? Не, на вкус. О, это чтобы воду... Я боюсь, знаешь, она как раз сейчас хрустнет, если сильнее нажму. Это чтобы обезвредить воду? Обезвредить, да. На этом все. Ну, для разового пайка разового. насыщенность богатая. Теперь откроем китайский пайок. Ну, Внутри сразу нас минус. встречает несколько пакетов. В Одноразовый. первую очередь это пакет. 2 пакета с брикетами с цифрами 13. Такое ощущение, что там тоже вот какие-то Камень. брикетики. Для аварийного рациона, да? Также 2 зеленых пакетика с непонятными буквами. Можно, конечно, все это попереводить, но Тогда я думаю, неинтересно. я будет. думаю, и так поймем, когда спокойно. Тут это что-то мягкое. И, кстати, нет ничего, чтобы это разогреть. Нет никакой тарелочки, куда все это вывалить. А сколько стоит китайский? Рублей 600. А этот? Российский? 200. Сколько? А? Сколько? Чего? Сколько стоил российский? 200? Серьезно? Хорошо, если целая каша рисовая. С галетами. С галетами. Еще из кабачков. Из повидлу. Мы, кстати, вчера рис грели, вот примерно такой же штукой. Это было страшно. У нас чуть квартира чуть не взорвалась. Кто еще в вашей жизни настолько смел и отважен? Защитит вас от риса. Инструкцию решил прочитать сначала. Да, вскрыть пакет с нагревательным элементом в верхней части пакета по линии. Поместить пакет разогревателя герметично упакованную емкость с продуктами так, чтобы она соприкасалась с поверхностью нагревательного элемента. То есть нужно кашу Давай, положить, давай. да? В пакет разогреватель для активации нагревательного элемента налить воды в количестве 100 плюс-минус 10 мл. Вот, Вань, до чего технологии дошли? В пакете разогреваем еду. Вообще жесть. Это Зачем микроволновка там? без огня, без спичек можно Да. разогреть себе обед. Каша, конечно, в воде будет. Сейчас надо быстрее, пока она не начала действовать, поклеить. Стой, куда? А тут лента была. Да нет никакой ленты, да. Но! Уже начинает греться, и вода потемнела. Попробуй на камеру снять. Да, вода уже немножко изменила цвет, видно, что пакет начал набухать. Мы такого
конечно, видели, но все равно каждый раз это очень завораживающе смотрится. А пакет не лопнет? Не, тут все рассчитано. Ладно. Я верю военным инженерам, которые это разрабатывали, если это они разрабатывали. А пока все это греется, можем приступить к дегустации, например, галет с повидлом. Хороший план. Смак. Выглядит питательно. Ну, повидло никак не испортишь. Нет, но опять-таки туда могли положить какой-нибудь джем, который очень сильно не похож на повидло. Это был бы минус. А тут прям действительно бабушкино повидло. Вкусно. Каша у нас до какого-то уровня нагрелась, греться перестала, но она горячая. Икру попробуем. Икру попробуем. Открывай. Икра из уваренных кабачков. Может, из уверенных? Из уваренных. Не, мы умеем читать. Понял. А, Вытри это, пожалуйста. М? Вытри это, ну, пожалуйста. не терпится в рот попасть. Тут внутрь стал на стол. Прям с языка снял. Опять шутки про говно наши любимые. Ну, обычный кабачковый икрой пахнет. Если бы на зубах песок не хрустел, было бы нормально. Ну да, что-то попадается. Не, Ну, я вообще не очень сильно люблю кабачковую икру. На вкус как бы можно есть, но... Не, ну в принципе есть можно. Опять же, не только основное блюдо в пайке, а разное всякое есть. Ну, все-таки нужна же салату клетчатка. Нормально, съедобно. Что еще можно сказать про кабачковую икру? Ну, Съедобно, но не вот прям... класть какой-то- ее сюда не обязательно. Да, можно было бы какой-нибудь паштет, мне кажется, лучше положить. Она, наверное, уже как раз нагрелась. Страшно. Первый минус, что достаем сырую штуку из мешка. Не очень удобно. Придется ее протирать. Какая каша? Рисовая. Рисовая. С вчерашним рисом неприлично сравнить. Да-да-да. Ну, тут видно, что он тут натуральный, но он менее аппетитно выглядит. Рис это вообще основная еда в армии, его нельзя невкусно В готовить. армии Так Китая мы же- я мы опять же- перепутал. Мы же не китайцы. Рис очень утрамбован. То есть, да, баночка так плотно Его, мне набита. кажется, прям сейчас комками. Ну, тут И говядина, либо. Ну или то, что ее заменяет. собака. Ну, мы ж не в Корее. Ну или то, что ее заменяет. Собака? Какой-то корейский привкус вот этот, я не знаю, как его выразить. В чем он Собачатина? заключается. Да, вот. Если корейцы такое едят, неудивительно, что они потом переходят на собак. Да. Рис жесткий, недоваренный. Мгм. Мясо Чувствуется, но в недостаточном количестве. Ну, прогрелось не скажешь, что прям хорошо. Мгм. Да, несмотря на то, что мы сейчас в комнатных условиях, разогреватель свою задачу вообще никак не выполнил. Да, мы не на улице, не на морозе, то есть в комнате тепло, даже жарко. И здесь абсолютно нет никаких специй, ничего. Ну это У не нас есть, вкусно. конечно, перец, можно добавить, но здесь явно одним перцем ситуацию не исправить. Здесь нужны какие-то именно комплексные специи. Ну, кстати, насчет теплоты, у нас еще есть таганок с разогревателем. Нет, мне решительно не нравится каша. Мне тоже. Нет, тоже. Куда? Я тебе доем. Я просто есть хочу. Также у нас остались здесь салфетка влажная, чай. Мы сейчас чай не будем пить. Что ж, приступим теперь к сравнению с китайским. Здесь у нас есть, видимо, два основных блюда с цифрой 13. Давай откроем их. Не разные? Я одинаково. Мне кажется, одно и то же. Здесь у нас брикетики. О. Ну, китайцы, наверное, так не разловят, как ты. Ну, разве что Джеки Чан. Пахнет печеньем обычно, юбилейным. Ну да. На вкус это яичное печенье. Я бы сказал так, вот на заводе, где делают печенье, подмыли пол, спрессовали и сделали это печенье. И отослали китайцам на подкормку. Но это разве что вот к чаю неплохо. Да. Но называть это блюдом. Ну да. То есть наесться этим не удастся. Ты только сильнее есть захочешь, из-за того, что сахар как-то на тебя повлияет. Наесться, может быть, и удастся, но именно с точки зрения, что калорий тебе много поступит, ты не захочешь есть. Но в плане блюда это неинтересно. Ну да, это как перекус легкий к чаю. Когда ты устал, сел, попил чайку, печеньку съел, и Да, так вот бодрячком. в бухгалтерию занести, чтобы вам какую-то справку дали. Вот эту штуку можно использовать. Что ж там дальше-то? Может там какие-нибудь повидла, которые нужно было сюда мазать? Давай посмотрим. Капуста? Ну тут нечего есть. Это просто как закуска, вот, как из стопки водки.
Нам даже на троих тут особо не хватает. Ровно 3 ложки. Какая-то недоваренная, недожаренная капуста. Надеюсь, она хотя бы натуральная, а не из сои. Нет, ну вкус относительно неплохой. Ну, Ну, любителя, конечно. на но- 2 с плюсом по пятибалльной Ну, шкале. да. То есть это, ну, не отвратно, но это единственный критерий, по которому можно оценить. Как бы это не хочется выплюнуть в ведро просто. Ну, можно съесть, но прям... Ну давай последняя надежда. Что там может быть? Теперь последняя надежда китайской армии. Ой. О, мясо. Наконец-то. Не, ну это реально плохо. Это как будто... Ой, слушай, а вроде запах какой-то есть. Не знаю, как вам, вполне нормальная получилась. Это колбаса, то ли ветчина, то ли колбаса. Ну да. Вкусненько на 4. Ну да, его, конечно, максимально мало, что там, буквально 1 ложку съел, сразу захавал и не почувствовал даже. Ну это было максимально вкусно за весь этот сухпайок. Ну как бы да, если Только с сравнивать... повидлом, наверное, сравниться из нашего. Ну давай вообще вывод по китайскому сделаем. Максимально странная штука. Но, в принципе, ребята задумываются над качеством продуктов. Есть по отдельности брать сами по себе продукты качественные. И этот брикет, ну это скорее как аварийный рацион, какое-то питание. Капуста вот нам, конечно, не понравилась, но само ее наличие, оно интересное. Ну опять-таки, ее прям супер мало. Это прям буквально 3 Да, ложки. Да, да. И получается, что мясо, вот это мясо вкусное, мясо молодцы. Возможно, был бы какой-то рис, рисовая каша с вот этим мясом, было бы лучше. Ну и знаешь, хотя бы положили такие специи, ложечки там. Ну, Да, как вот, минимальное что-то. как вот в российском, там все-таки считай, кашу открыл, Салфетку одну. галетки, кабачковой икрой помазал, чайку заварил. Да. То есть прям там полноценный обед. И тут все-таки какой-то больше как перекус. Да, ну вот если даже сравнивать, у нас вот осталось то, что мы вообще не трогали в российском. Да. То есть это добавить китайский будет уже большой плюс. Да. Вот. Ну и если по итогу сравнивать с российским, можно сделать вывод, что и тем, и другим есть куда расти. Потому Кстати. что у нас по вкусу не очень, но по количеству все хорошо. А у китайцев как будто чуть-чуть наоборот. И очень странно, что вот это, ну это не блюдо все-таки полноценное, это какая-то Закуска к чаю. закуска к чаю. У меня есть еще подозрение, конечно, что это на самом деле никакой не китайский паёк. Это делается что-то на наших заводах специально, чтобы продавать на всяких озонах, вайлдберрисах, наживаться на простых людях, как мы. Чтоб дураки, как мы, о, китайский, Ага. давай закажем. А там, Сделаем обзор. а там просто взяли самые все дешевые и закинули Да, ну, в упаковку любом с случае, если сиропами. это даже у нас стоит 600 рублей, я думаю, в Китае стоимость это такая же аналогичная нашему пайку рублей, там 200-150. Ну, в общем, лучше купить 2 российских, чем 1 китайский. Я тебе Ну и так вообще, скажу. да, как вывод, наверное, ничего из этого покупать не стоит. Да, лучше самому все приготовить. Конкретно то, что было у нас паёк, возможно, нам не повезло с партией, с заводом, с кашей. Или срок годности подходил к концу, Но все-таки, например. если я пойду куда-то на природу, и мне надо будет на один прием пищи что-то взять, я лучше возьму Банку просто тушенки. банку чего-нибудь, консервов каких-нибудь, и ее с удовольствием съем. Вот сразу видно, что Алексей мудрый человек, он рассудил рационально. Спасибо. Молодец. И Да. я учись у него. Хорошо. А ты мудрый человек, потому что заметил мою мудрость. Как говорил Матье Бал, не тот умен, кто сам головой силен, а тот, кто другого в беде не бросит. Правильно. Золотые слова. Почти не связанная фраза. Дорогие друзья, я надеюсь, вы все сами прекрасно видели, пришли к таким же выводам. Еще мы надеемся, что у вас, например, было что-то повкуснее, с чем вы нас смотрели. Потому что, конечно, мы остались голодными. К сожалению. К сожалению. День рождения. Только раз в году. Что ж, друзья, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые видео. Делайте лайки, ставьте репосты, отсылайте комментарии. Подписывайтесь на колокольчик. Будьте здоровы. Растите большие. До свидания. Пока. К сожалению, день рождения только раз в году.